Лукашенко рассуждает о распаде России и вводит повышенную степень готовности на границе с Украиной. Зачем? Давайте разбираться. Привет, с вами Данута. Путин и Лукашенко – два непобедимых стратега нашего времени, как всегда доказали свою способность виртуозно выкручиваться из любых ситуаций. Ну, по крайней мере, на словах. И вот 6 августа, когда поступили сообщения о прорыве украинских сил на территорию Курской области, Россия вместо того, чтобы включить привычную угрозу ядерным оружием, неожиданно ввела режим чрезвычайной ситуации. Что ж, даже «великие» в кавычках иногда нервничают, особенно когда ситуация выходит из рамки планов на бумаге. 7 августа российские пропагандисты и так называемые военкоры дружно заголосили о том, что украинские силы закрепились в приграничной зоне, и теперь уже Вова Пукин поспешил назвать происходящее провокацией. К слову, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что Штаты не получали от Украины никаких предупреждений о предстоящих операциях в Курской области. Мол, ничего особенного, украинцы сами разберутся. И вот когда на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ наконец-то заявила о переброске резервов и нанесении авиационных ударов, стало ясно, дело-то, похоже, серьезное. Аналитики Института изучения войны отметили отсутствие согласованной реакции со стороны России. Оперативная неожиданность, говорите? Видимо, такие маневры выбивают почву из-под ног даже у самых опытных диктаторов. Лукашенко – верный союзник и мастер маневров. В момент, когда украинские силы прорвались в Курскую область, не растерялся и ввел повышенную степень готовности в приграничных районах с Украиной. Конечно, это сделано исключительно для того, чтобы отвлечь силы ВСУ от Курской области и направить внимание на угрозу со стороны Беларуси. Очевидно, что таракановский план – это отличный способ показать свою необходимость в этом союзном государстве и одновременно избежать реальных столкновений. А вместо того, чтобы, как положено настоящему союзнику, встать грудью на защиту «брата», в кавычках, он предпочитает поразмышлять на тему того, что случится, если Россия вдруг развалится. Но, конечно, Лукашенко всегда был мастером увиливать от реальных проблем и что уж там от ответственности. Ведь куда приятнее философствовать о единстве СНГ, нежели влезать в настоящую заварушку, где запахло жареным. На встрече с участниками Совета министров внутренних дел государств СНГ диктатор заявил, что если Россия падет, то все страны Содружества якобы будут втянуты в эту воронку. Таким образом, хитрозачес пытается создать впечатление, что у них у всех один путь, одна судьба. Но давайте не будем забывать, реальная причина его тревоги не в заботе о братских странах, а в том, что если Россия рухнет, сам Лукашенко окажется наедине со всеми своими грехами, без большого покровителя. Здесь он упомянул и российскую войну против Украины, пожаловавшись, что из-за этого некоторые страны СНГ пытаются уйти от созданного в советские времена тренда развития. Как говорится, умные учатся на чужих ошибках, а вот диктаторы, они продолжают падать в те же самые ямы. Но самым интересным в этой речи стал момент, когда Лукашенко заявил, что никому мы не нужны. Жалуется, мол, ни Россия, ни они сами никому не интересны. Вот уж действительно откровение. Никому, кроме собственного народа, который, кстати, еще не сказал своего последнего слова. Белорусский народ, если и держится вместе, то уж точно не по указке диктатора, а вопреки ей. Так что, товарищ Лукашенко, не унывайте. Ваше время тоже придет, и белорусский народ припомнит все ваши подвиги. Ведь преступления против человечности, как известно, срока давности не имеют, и прощать их никто не собирается. Друзья, в день моего рождения, который был 7 августа, я выложила на канале и в своих соцсетях пост со своими реквизитами для тех подписчиков, кто, возможно, хотел бы меня поздравить и одновременно помочь собрать средства на желанный для меня подарок миниатюрного шпица, который всю свою маленькую жизнь жил в клетке. Хочу сказать огромное спасибо Максиму за перечисленные мне 100 злотых, Александру за 11 и отдельная огромнейшая благодарность Юрию, который, узнав о недостающей сумме в 3000 злотых, сразу же в течение нескольких минут перевел их. И теперь у меня появилось вот это чудо. Я знаю, что у Юрия на днях, а точнее 15 августа, будет день рождения, и я хочу от всей души поздравить этого замечательного человека
с его праздником. Юрий, пусть тебе вернется твое добро в тысячекратном размере, пусть исполняются все твои мечты и желания, счастья человеческого, хороших друзей по жизни и удачи во всем, что ты делаешь. Ну а если вы по-прежнему хотите поздравить меня с прошедшим днем рождения и поддержать меня и канал, реквизиты я оставлю в закрепленном комментарии. В последние годы отношения между Россией и Европейским Союзом заметно обострились. Кремль, известный своими агрессивными историческими и временными традициями в стиле аннексии Крыма и вторжением в Украину, нашел новый способ ударить по ЕС – через Венгрию. Одним из наиболее заметных аспектов этой стратегии является использование России слабых мест в политической и экономической структуре ЕС для продвижения своих интересов. В этом контексте особое внимание привлекает Венгрия, которая становится своеобразной лазейкой для шпионов и агентов Кремля. Этот стратегический ход превратил страну в настоящую троянскую лошадь России в сердце Европы. С момента вступления Венгрии в ЕС в 2004 году прошло уже достаточно времени, чтобы освоиться и понять правила игры. Но премьер-министр Виктор Орбан решил иначе – быть в ЕС и одновременно строить дружбу с Россией. Это как если бы кто-то пришел на вечеринку с ядом в кармане, надеясь, что никто не заметит. Пока ЕС пытается удержать Россию на расстоянии с помощью санкций, Будапешт с энтузиазмом развивает связи с Москвой, словно проверяя на прочность нервы европейских партнеров. Экономические отношения между Венгрией и Россией – это отдельная история. Расширение АЭС ПАКШ с участием Росатома звучит как отличный способ сделать Венгрию еще более зависимой от российской энергетики. Атомная электростанция ПАКШ – это единственная действующая АЭС в Венгрии. Станция была построена по советскому проекту, и на данный момент на ней функционирует 4 реактора. В рамках дальнейшего развития АЭС ПАКШ планируется строительство 2 новых реакторов. Эти новые реакторы будут строиться в рамках проекта ПАКШ-2, который реализуется при участии российской государственной корпорации «Росатом». Росатом отвечает за проектирование, строительство и запуск новых энергоблоков. Финансирование проекта частично осуществляется за счет кредита, предоставленного РФ. Как вы уже догадались, это идеальная платформа для шпионских игр. Росатом – это не просто компания, а инструмент Кремля, замешанный в вооруженной агрессии против Украины. И вот Венгрия решает упростить визовый режим для граждан России и Беларуси, якобы чтобы привлечь рабочую силу для строительства АЭС. Но, как справедливо заметил Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, это больше похоже на приглашение для шпионов. Он же предупреждал, что такие шаги – это серьезная угроза национальной безопасности ЕС, а Венгрия специально открывает двери для российского влияния. Обсуждение приостановки участия Венгрии в шенгенской зоне стало логичным шагом для защиты Европы. Вебер не одинок в своих опасениях. Более 70 депутатов Европарламента подписали письмо с требованием отстранить Венгрию от Шенгена. Напомню, что за период с 2022 по 2024 годы страны Европейского Союза выслали значительное количество российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Только в 2022 году было выслано более 600 российских официальных лиц, из которых около 400 считаются шпионами. Активную высылку российских дипломатов осуществляли такие страны, как Германия, Франция, Польша, Нидерланды, страны Балтии и другие. Например, Германия в апреле 2023 года выслала около 30 российских дипломатов и закрыла 4 из 5 российских консульств в стране. Серьезные меры были также приняты в Норвегии, Румынии, Финляндии и Молдове, где количество российского дипломатического персонала было существенно сокращено. Этот массовый процесс высылки российских дипломатов стал самым значительным ударом по российским разведывательным службам в Европе за последние годы, что существенно ослабило возможности России в этом направлении. Политика Венгрии, направленная на сближение с Россией, вызывает серьезные опасения среди европейских стран. Упрощение визового режима для граждан России и Беларуси может привести к значительным угрозам безопасности. Поэтому ЕС рассматривает меры по ограничению последствий этих действий. Возможное приостановление участия Венгрии в шенгенской зоне станет важным шагом в защите единства и безопасности Европы. Друзья, чтобы всегда быть в курсе достоверной информации, нужно подписаться на канал и включить оповещения. Пока-пока!